Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Моя бабушка научила печь меня очень вкусные маковые рулеты. Сегодня поделюсь ее секретами и с вами. Начну с маковой начинки. Для этого мак высыпаю в кастрюлю, заливаю водой, его нужно промыть. Сначала перемешиваю ложкой. Сейчас хороший мак осядет на дно, а мусор останется на поверхности. Аккуратно сливаю этот мусор. Даже если какие-то частички мака хорошего ушли, ничего страшного. Без потерь, как говорится, не бывает. Мак заливаю молоком, примерно 150 мл, так, чтобы его хорошо покрыло. Перемешиваю и ставлю на огонь. И довожу до кипения. Первое время помешиваю, чтобы мак не пригорел. Когда хорошо закипело, делаю минимальный нагрев, какой только могу. И томлю примерно час-полтора. Я буду ориентироваться по консистенции. Ну а пока тесто. Для этого мне понадобится 400 мл теплого молока. Всегда используем живые дрожжи. 30 граммов. Разминаю, растворяю. Пока дрожжи растворяются, в миску вбиваю 2 яйца, а третье яйцо, белок, я отделяю отдельно в чашу. Он мне понадобится для украшения. А желточек отправляю сюда. Вот так. Добавляю 150 граммов сахара, чайную ложечку соли и сюда же 10 граммов ванильного сахара. С помощью миксера взбиваю в пышную массу. Когда масса посветлела, стала пышной, достаточно взбиваний. Миксер я пока никуда не убираю. Дрожжи в молоке растворились. Добавляю их в яичную смесь. Также мне понадобится 100 мл растительного масла без запаха. Сюда же. И от себя, друзья, добавлю цедру одного лимона. У меня просто есть сегодня такая возможность. Если не любите, можете не добавлять. Теперь миксером перемешиваю на небольших оборотах. Спасибо миксеру, убираем его и начинаем вводить муку. Здесь у меня для начала 600 граммов просеянной пшеничной муки. Добавляю 4 столовые ложки манки. Да, друзья, манки. Я всегда думала, почему у бабушки рулеты так долго остаются мягкими и свежими. А секрет вот в чем. Она в муку всегда добавляет манку. Ну все, начинаю вводить. Сразу всю муку не добавляю, лучше постепенно. Тесто должно получиться мягким, эластичным и не забитым мукой. Я всегда это делаю с помощью ложки в начале. Все, ребят, когда ложкой уже стало мне неудобно, стол присыпаю мукой и выкладываю тесто на стол. Как говорит моя бабушка, дрожжевое сдобное тесто любит, чтобы его хорошенечко, с любовью помесили. Как женщину. Да, Сережка, как женщину. Месим около 10-15 минут. У меня живое тесто получается. Очень живое, мягкое, эластичное. В общем, класс. Тесто мягкое, нежное, липнущее и отлипающее от рук. Достаточно. Перекладываю в мисочку, такую побольше. Тесто увеличится в объеме более чем в 3 раза, смазанную растительным маслом. Всегда накрываю полотенечком, чтобы тесто дышало. И оставляю часика на 1,5. Сдобное тесто подходит немножко дольше, чем обычное. В теплом месте. Конечно же, слежу за маком. Если вижу, что жидкость выпарилась, могу смело добавить немного водички. Граммов 50-70. Снова накрываю крышечкой и продолжаю варить. Посмотрите, как подошло тесто через 1,5 часа. Как хорошо оно увеличилось в объеме. Посмотрите, какое оно красивое. В принципе, уже можно формовать рулеты и выпекать. Но я хочу оставить его на второй подход. Поэтому тесто обминаю, снова накрываю полотенцем и даю 2 раз подойти. Оп. Мак у меня варился чуть больше часа. Он увеличился в объеме, стал такой воздушный, нежный. Жидкости совсем чуть-чуть. Хочу вам показать. Вот сколько жидкости у меня осталось. Топленое молочко. Я его сливать не буду. Сразу добавляю 150 граммов сахара. Перемешиваю ложкой. Сахар начнет таять и будет легче измельчить это все дело. С помощью погружного блендера. Готово. Вот до такого состояния. Масса получается воздушная, сочная. Нужно и дать остыть. Та-да-да-да-та-да! Вот так тесто подошло 2 раз. Как горит. Вообще класс, посмотри, какое оно волокнистое. Так, тесто нужно обмять. Для этого я немножко смазываю стол и руки. Выкладываю тесто, обминаю его и делю на 4 части. Каждую часть обминаю. И пока откладываю в сторонку. Накрываю полотенечком, чтобы не заветривалось. Беру одну часть,
скалку и раскатываю в прямоугольник. Мукой я пользоваться не буду. Тесто прекрасно себя ведет. Вот, друзья, начинка остыла. Она сочная, густая и очень ароматная. Выкладываю и распределяю. Ну и все. Сворачиваю в рулет. Оп. Защипываю эти краешки. Рулет немного растягиваю. Это делается очень просто, так как тесто податливое. Перекладываю на противень. Давай, Сережка. Скрепляю эти краешки. Вот так вот. Беру ножницы и разрезаю. Вот так вот. Делаю цветочек. И здесь вот такой цветочек получается. Подправляем где-то. Ну что, сейчас его нужно накрыть полотенечком и оставить, чтобы он отдохнул минут 20. Семья у нас большая, поэтому я буду делать разные рулеты. Прямоугольник визуально делю пополам. На одну половинку выкладываю маковую начинку, где начинка сворачиваю в рулет. А эту часть беру нож или вот такую вот пиццерезку и делаю надрезы, не дорезая до конца. Красота! И теперь докручиваю. Можно так сказать? Конечно. Докручиваю рулет. Обязательно защипываю краешки. Вот эти вот, чтобы начинка осталась в середине. Также защипываю хорошо. Перекладываю рулет на противень. Накрываю полотенцем и даю подойти. Ну а я продолжаю. Еще один вариант. Надрезаю, но уже до края. Примерно вот так. 2 сантиметра шириной. Беру одну полосочку, скручиваю ее, кручу-верчу и прикрепляю к предыдущей. И сейчас докручиваю рулет. О, посмотрите, какая красота. Закрепляю хорошо краешки. Нужно их поджать под низ. В пиалке взбалтываю яйцо. Добавляю немножко молока, примерно 1 столовую ложку. Снова все смешиваю. Вот такая получается жижа. Первый пойдет цветочек. Он уже отдохнул. Смазываю его яично-молочной смесью, чтобы он подрумянился. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Оп. Эти рулеты также смазываю яйцом и посыпаю сверху маком. Ну вот, готово. Ну что, достаю ромашку. Посмотрите, какая она красивая. Класс. А рулеты ставлю в духовку. Вот такая у меня сегодня получилась пасхальная большая выпечка. Очень мне нравится этот цветочек. Посмотрите, какой он красивый получился. Можно так и оставить. Но я хочу, ребята, все-таки его украсить. Взбила белок с сахарной пудрой. Помню, в детстве очень любили верхушки съедать. Да, было, Сережка, такое, да? Да, конечно. Они самые вкусные были. Ну и, конечно же, сверху посыпаем звездной посыпкой. Ну вот, посмотрите, как нарядно получилось. Даем, конечно же, немножко застыть глазури. А вот рулет, ребята, я так и оставлю. Посмотрите, какая красота. Начинка очень влажная, сочная, сладкая и ароматная. Тесто мягкое, и оно очень долго остается как свежим. Благодарю, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, друзья, комментируйте, делитесь своими рецептами. А мы будем наслаждаться праздничными днями. И хорошей погодой. Все, я уже не утерплю. Я поняла, это так, на один разочек, да? Скажет 3 дня.